Как всегда, в воскресенье вас ожидает свежий выпуск новостей ММО-РПГ за неделю. Сегодня поговорим про свежий трейлер Пионер, в котором показали всякого, и появление этой игры в Steam, уверенный старт Pass of Exile 2, который отметили даже небожители, новый контент в Core Punk, который обещают добавить уже скоро, и многом другом. Не забываем подписываться на канал, в том числе по ссылкам в описании можно найти нас на отечественных платформах в ВК и на Рутуб. Ну а за общением и самыми свежими новостями жанра ММО-РПГ отправляю вас в мой Телеграм. Меня зовут Мадлер, это портал Гохару, и мы начинаем. Для Star Wars The Old Republic вышло обновление 7.6, в котором игроков ждет очередная порция нового контента. Обновление добавляет в игру новую сюжетную главу, графическую модернизацию нескольких локаций и моделей персонажей, систему заданий Dynamic Encounters, нового босса, новую бесплатную прическу и несколько новых косметических предметов. Сразу тройной день рождения культовой для России MMORPG Lineage 2 отмечает компания Innova. Оригинальной Lineage 2 исполнилось 16 лет, Lineage 2 Legacy стукнул первый полный юбилей 10 лет, а Lineage 2 Essence празднует 5-летие с момента старта. В честь праздников издатель создал специальную страницу со всей актуальной информацией. В Guild Wars 2 снова царит праздничное настроение благодаря событию Winter's Day. Свежее обновление добавляет события, новые награды и сюрпризы. Winter's Day продлится до 2 января, и Divinity's Reach будет празднично украшена к этому событию. Найдите TX и собирайте подарки ежедневно, а также ознакомьтесь с праздником. По всей Тирии вас ждут подарки с сюрпризами, хорошими и плохими. После прошедших профилактических работ в русскоязычной версии MMORPG Arcade на сервере Нагашар открылись врата для трансфера. Теперь игроки могут перемещаться между тремя серверами, состоящими во второй группе — Рейвен, Ифнир и Нагашар. Вот только сделать это можно раз в 7 дней. В будущем к этим серверам добавится Мираж. Вместе с открытием трансфера Нагашар был добавлен в третью аукционную группу. Это означает, что игроки с этого сервера могут обмениваться с другими персонажами из Рейвена и Ифнира. Команда разработчиков из студии Astrum Entertainment анонсировала декабрьское обновление для русскоязычной версии MMORPG Lost Ark. Апдейт под названием «Арбитры времени» будет установлен на серверы 18 декабря и предложит игрокам небольшие изменения без нового контента. Основными нововведениями станут несколько новых событий для ускоренного развития персонажа и новый сезон боевого пропуска. В Fractured Online наступило Рождество, свежее обновление добавляет оленей, которых можно поймать, новые бонусы и распродажу на пакеты поддержки. Обновление уже вышло и добавляет 9 оленей Санта-Клауса. Олени будут доступны всем игрокам до 6 января. Игрокам придется ловить лошадей, и у всех лошадей будет небольшой шанс получить облик оленя из ограниченной серии. Как только вы поймаете лошадь сетью, вы навсегда разблокируете скин. Обновление также добавляет несколько ранних рождественских бонусов, но только до понедельника. Помимо прочего, Dynamite добавила постоянное 33% увеличение прироста славы в нескольких видах деятельности, потому что они не были достаточно полезны, и это просто изменение баланса. В русскоязычной версии Grand Saga на 4Game вышла новая 7 глава. Игрокам предстоит разобраться в новых интригах и узнать больше о прошлом рыцарей. Вместе с обновлением появится возможность пригласить в отряд нового персонажа. Это Орта, таинственный странник, решивший вступить в Орден Рыцарей. Он мастерски владеет мечом и управляет стихией света. Но прошлое героя окутано мраком. В обновлении будет доступно 4 сигнатурных гран оружия Орты. В каждом из них заключена душа одного из великих воинов. У каждого из них есть своя уникальная история. Платформа 4Game стремится к тому, чтобы русскоязычная версия Grand Saga быстро догнала азиатскую по наполнению, поэтому следующее обновление команда планирует выпустить уже в январе 2025 года. Студия Snail Games, вместо того, чтобы делать продолжение или перезапуск MMORPG Легенды Кунг-Фу, зачем-то пытается создать конкуренцию EVE Online. Команда опубликовала видеодневник разработки космической ММО-песочницы For the Stars. В нем рассказывается о разнообразных элементах и возможностях игры, источниках вдохновения и процессе работы над проектом. Большое внимание в игре уделяется исследованию различных планет, живых существ, заброшенных поселений, пещер и других скрытых мест. Игра предложит широкий спектр инопланетных рас с разнообразным внешним видом и развитием. После получения различных технологий игроки могут сочетать их для улучшения своего космического корабля и достижения передовых результатов. Таким образом, у них будет доступ к самым передовым технологиям во всей галактике. О дате релиза информации пока нет.
Во всех версиях MMORPG Throne and Liberty на днях начались праздничные мероприятия, посвященные грядущему католическому Рождеству и Новому году. Событие солнцестояния Star 3 подарит праздничное настроение Солизиуму с 12 декабря по 9 января 2025 года. Присоединяйтесь к эксклюзивным матчам на арене остров Snowdrift, чтобы получить специальные награды, исследуйте деревни с праздничными украшениями, собирайте тематическую косметику в рамках Event Pass и многое другое. Даже Gigantrite и ваши Амитои примут участие. Компания Wemade запустила предварительную регистрацию для своей новой MMORPG под названием Legend of Ymir. Для прохождения этой процедуры игрокам следует обратиться на официальный сайт. Там игроки найдут все необходимые ссылки, а также список наград. Напомним, Legend of Ymir представляет собой кроссплатформенную MMORPG, основанную на германо-скандинавской мифологии. В игре предстоит сражаться с различными монстрами и соперниками за ценные ресурсы. Одной из особенностей проекта станет регулярное обновление контента каждый сезон, которое предложит игрокам уникальные квесты и повлияет на виртуальный мир. Точной даты релиза у Legend of Ymir нет, но ожидается, что это случится в 2025 году. На платформе Steam стартовал ранний доступ игры Dustland. Это постапокалиптический MMO Extraction с элементами ролевой игры, разработчики которого делают акцент на исследовании открытого мира и взаимодействии с окружающей средой. Игрокам предстоит выживать в суровых условиях пустынного мира, где необходимо добывать ресурсы, строить укрытия и адаптироваться к динамическим погодным условиям. В игре представлены разные биомы, что добавляет разнообразие игровому процессу. Разработчики планируют активно прислушиваться к сообществу, внедряя изменения и обновления на основе отзывов. В ходе раннего доступа будет добавляться новый контент, включая дополнительные локации, механики и улучшения. Более подробно узнать об игре можно в нашем недавнем ролике. Вот вам на него подсказка, если пропустили. MMORPG Blue Protocol продолжит жить в новой игре Star Resonance, действие которой происходит в той же вселенной, и более того, в проекте работают одни и те же разработчики. Этим проектом занимается студия Bakura, принадлежащая Tencent. Появился новый трейлер, анонсирующий игру, а также информация о первом закрытом бета-тесте, который уже идет в Китае. MMORPG от Bandai Namco, которая закроется в Японии в следующем месяце и чей глобальный запуск был отменен, станет основой Star Resonance, но ожидается, что многие вещи все-таки будут переработаны. Согласно отчету Automaton, действие по-прежнему происходит в мире Регнас, но мы можем ожидать значительных изменений в дизайне, переработанного игрового процесса и изменений в сюжете. Что же касается ЗБТ, то оно завершится 19 декабря. Разработчик Artificial Core готов поделиться следующей серией обновлений, запланированных для MMORPG Core Punk, которая сейчас открыта в формате раннего доступа. Некоторые из запланированных дополнений включают в себя отметки для целей квестов, более быстрые таймеры возрождения на ранних уровнях, усиление расходных материалов для лечения и прочее. Кое-что из обновлений игроки могут ожидать в ближайшем будущем, а некоторые изменения ранних уровней уже добавлены в игру. Заглядывая же в будущее, студия делится планами создания PvPvE контента для лутинга до 16 игроков, PvP поля битвы для команд по 12 участников, где предстоит сражаться за точки захвата, добавление класса танка-защитники, введение одиночных и групповых PvE подземелий. Ну и да, сроки появления этих функций не обозначены. Миллиардер, плейбой, филантроп и лучший игрок в Diablo 4 Илон Маск попробовал новое творение студии Grinding Games Path of Exile 2 и поделился первыми впечатлениями от игры на своей страничке в социальной сети X. PoE 2, дитя любви Elden Ring и Diablo, написал он. А еще он добавил, что играет за монаха с никнеймом Monkey Business. Учитывая, что монах на сегодняшний день считается одним из сложнейших классов в игре, геймеры оценили выбор Маска. Кроме того, Path of Exile 2 на момент написания сценария безраздельно властвует в чарте продаж Steam. Разработчики тоже не сидят без дела и выкатывают своевременные патчи, повышающие эффективность кубырков, правящие баланс монстров и боссов, выбирающие эксплойт с золотом и много чего еще. В общем, можно сказать, что ранний старт удался. Команда GFA Games наконец-то представила свежий трейлер своей MMORPG Pioneer. Ролик демонстрирует некоторые геймплейные сцены и сюжетные эпизоды, выполненные на движке игры. Также показали PvE и PvP контент. Кроме того, игра появилась в магазине Steam, и ее уже можно добавить в список желаемого. Точной даты релиза нет, но указан 2025 год. Да, не фонтан, но в любом случае увиденное вселяет оптимизм. К слову, появились и системные требования для игры, которые вы прямо сейчас видите на своих экранах.
И это все новости MMORPG на неделе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся.